Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова, и это новости за последние 72 часа. В этом выпуске мы с вами обсудим, почему спустя годы вспыхнула страсть в паре Айзы Далматовой и Гуфа, как можно лишиться работы из-за Клавы Коки, за что пришлось извиняться Билли Айлиш, и как тиктокер подло обманул ребенка. Погнали! Сейчас в сети снова оказалась на хайпе пара, которая была популярна, когда я еще была маленькая. Это Айза Далматова и Гуф. Кто не знает, они когда-то были мужем и женой, у них появился ребенок, но потом они, к сожалению, или, может быть, к счастью для них, развелись. Несколько же дней назад Айза начала всюду рассказывать, как ей дико не везло в браках после, собственно, Гуфа. Один у нее был абьюзером, следующий запрещал ей вообще слушать любые песни, кроме тех, что написал он, и Айзе даже пришлось сделать от этого человека аборт. Я беременна, и я блюю каждые 5 минут. И я понимаю, что я не знаю, как мне быть, что я не могу сейчас быть беременной, это невозможно. После таких заявлений Айза рассказала, что сейчас-то все хорошо, потому что они снова вместе с Гуфом. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Однако сказка недолго продлилась, но либо же Гуф не знал о том, что эта сказка вообще существует, потому что как только он услышал подобные заявления бывшей жены, он сразу же выложил сторис со своей нынешней девушкой. Естественно, после этого Айза выходила в слезах в сторис, заявила, что Леша, собственно, Гуф всех обманул, и она вообще не понимает, что происходит. Сам же Гуф четких комментариев на эту тему пока не давал. Фанаты уже предположили, что он мог втайне общаться с Айзой, а она опрометчиво подумала, что у них все начинает налаживаться. Однако, чтобы не выглядеть совсем голословной, Айза выложила в сеть переписку с Гуфом, где он якобы пытается ее вернуть. Я посмотрела эту переписку, и в принципе ничего такого там нет. То есть она сама пишет ему, типа, перестань меня возвращать, перестань говорить, что скучаешь, а он просто пишет хорошо. Но здесь возможен такой вариант, что Айзе уже давно кажется, что кто-то хочет ее вернуть, а Гуфу просто уже проще с этим соглашаться, чтобы не спорить с ней. В общем, чем обернутся страсти в этом любовном треугольнике, думаю, мы скоро узнаем. Знаете выражение «солдат ребенка не обидит», а вот тиктокер, возможно, и может. И, скорее всего, все ради подписчиков и имитации якобы своего богатства. Случай произошел следующий. Один украинский блогер Александр Волошин ходил по улицам и спрашивал у всех, знает ли его кто-нибудь. Когда одна маленькая девочка признала его, он подарил ей за это iPhone на камеру. На видео видно, как ребенок счастлив, что повидал своего кумира и еще и получил от него подарок. Но, как и в предыдущей новости, сказка недолго продлилась. После съемки блогер сразу же затребовал у девочки телефон обратно. Фу, какая отвратительная хуета, блядь. Господи Иисусе. Эта девочка и ее мама, естественно, были в шоке. Зачем так обманывать свою аудиторию и совсем еще юных подписчиков? На что тиктокер ответил, что iPhone это всего лишь реквизит в съемке, и попросил заменить его на 2000 гривен, то есть примерно 5000 рублей. Фу, как некультурно. На что мама и дочка, к сожалению или к счастью, не пошли. Пошел на... Я тебя не понимаю. Но Александр не растерялся, просто вырвал у девочки из рук телефон и ушел. Нет. Дай телефон, пожалуйста. Что происходит, женщина? Честно, ребят, новость трэшовая, и как бы все это снято на видео, все доказательства есть, хотя абсолютно непонятно, как так можно себя вести и вообще на что рассчитывал Александр, что никто не снимет, как он отнимает у девочки iPhone, или что видео не выложат в сеть, то есть абсолютно непонятно, какой хайп он пытался на этом поймать. Я не знаю этого блогера Александра лично, но у меня есть друг Макс Климток, возможно, вы его знаете, который как раз знает его и утверждает, что это хороший парень, и он не мог так поступить, типа дайте разобраться в ситуации, дайте ему тоже высказать свою точку зрения. На самом деле слова Макса это пока единственное, почему я не до конца верю в эту историю, потому что раз он знает его лично, возможно, понимает, что Александр на это не способен. Даю честное, благородное слово. В общем, надеюсь, справедливость восторжествует, и мы с вами тоже узнаем правду. По обсуждениям в сети сейчас еще в первых рядах интервью Марьяны Ро Дмитрию Гордону. Оно стало даже более популярным, чем интервью Дмитрия с Фейсом, потому что Марьяна начала рассказывать об очень интимных подробностях их жизни. В том числе она сказала, что не понимает, в чем, так сказать, прикол и кайф секса с проникновением. И сказала, что это просто популяризировано в обществе. Но больше всего внимания приковано к ее рассказам об Ивангае, из-за чего она, кстати, очень недовольна и даже пообещала, что больше никогда не будет давать интервью. Не подходи ко мне,
Так вот, оказывается, по ее словам, что ее отношения с Ивангаем были не то что сложными, а даже опасными для здоровья. Марьяна призналась, что они очень часто ссорились, а отношения выясняли кулаками. Как она его била, так и он ее. Но из-за того, что он мужчина, у него, естественно, сил больше всего доставалось именно Марьяне. Также она сказала, что постоянно ходила в синяках и ссадинах, о происхождении которых старалась не рассказывать. В принципе, для своей аудитории Марьяна выглядит достаточно уверенной в интервью, и кажется, что она не врет. Но, насколько мне известно, Марьяна та еще врушка, и совершенно не факт, что все это правда. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет. Я бы послушала сначала, что на это ответит Ивангай, но почему-то мне кажется, что он отвечать даже не будет. Это, знаете, как есть такие сумасшедшие люди, с которыми лучше не лезть в конфликт, даже если они тебя оскорбляют и несут про тебя полную чушь. Принцип по типу «не трогай говно, вонять не будет». Как вы помните, мой прошлый выпуск новостей был спецвыпуском, потому что я угодила в ЛГБТ-скандал, якобы обидев какие-то группы людей. Но, естественно, не я первая, не я последняя. В этот раз в подобный скандал угодила Билли Айлиш. В сети всплыли видео, где 13-летняя Билли открывает рот под песню, ну то есть как бы музыка играет, и она типа подпевает, и она пропела слово «чинг». Я понятия не имею, что это значит, но оно как бы имитирует китайский акцент и является словом, которое как-то ущемляет, не знаю, самолюбие или права азиатов. Из-за этих видео за несколько дней от нее отписалось более 100 тысяч человек, а самой певице, естественно, пришлось оправдываться. У себя в сторис она разместила большой текст, где написала, что она не знала тогда, что это за слово, она слышала его в первый раз и просто повторила, но нигде рядом с ней, в ее окружении, оно никогда не использовалось, поэтому она просто по незнанию произнесла его. Думаю, мне сейчас нет смысла распинаться на тему, насколько вообще бредовая эта ситуация. Расскажу вам только один забавный факт. Билли Айлиш — это тот человек, чей Инстаграм за последний год превратился в страницу поддержки просто Black Lives Matter, потому что каждый второй пост, если не чаще, у нее посвящен именно этой теме – защите черных людей, которые считают, что их права ущемляются. Вы поняли, да, иронию? Мне здесь хочется сказать что-то типа типичная ситуация, когда инициатива трахает инициатора. Но поймите уже, наконец, что даже если вы защищаете эти ущемленные чем-то группы, как только вы хоть раз оступитесь, даже в 13 лет, сколько там лет назад, и то по незнанию, они съедят вас просто с говном. Увы, карантин, похоже, снова возвращается, да еще и очень не вовремя. И все вытекающие с ним последствия в виде отмены мероприятий и концертов, естественно, тоже. Черт, нет! 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 Я отказ... Нет! Буквально недавно было принято решение перенести самый летний фестиваль музыки ВК-фест с июля на август. В прошлом году ВК-фест у нас и вовсе проходил онлайн, и очень хочется надеяться, что в этом году этого не повторится. Разрешат ли все-таки ВК-фесту развернуться в Санкт-Петербурге в августе, и как вообще в связи с переносом мероприятия чувствует себя один из главных его организаторов Костя Сидорков, давайте узнаем у него. Василиса, привет! Я прямиком с полей с новостями касательно ВК-феста. Как ты уже, наверное, видел анонс, он переносится у нас на 28-29 августа. К сожалению, это единственная возможность нам как-то в этом году провести фестиваль, потому что эпидемиологическая обстановка очень сильно ухудшилась, и сейчас такая возможность не представляется. Но мы надеемся, что все-таки к августу тучи над небом, ковидные тучи над небом Санкт-Петербурга развеются, и праздник в конце лета состоится, и это будет легендарно. Поэтому 28-29 августа билеты можно также приобретать, билеты, которые у вас были куплены на июль, тоже действительно, поэтому мы вас очень всех ждем, тебя, всех твоих подписчиков, парк 300-летия, ВК-фест. Помните, в одном из прошлых выпусков я рассказывала вам историю о том, как сотрудницу уволили из Тануки за то, что она снимала на рабочем месте тиктоки. Тогда на это очень бурно отреагировала Валя Карнавал, но мы с вами пришли к выводу, что это была совместная пиар-акция, собственно, Карнавал и Тануки. Сегодняшняя история чем-то напоминает ту, о которой я только что упомянула. Сотрудницу уволили из магазина одежды за то, что она ставила песни Клавы Коки.
На эту самую сотрудницу накатали жалобу, что плейлист мешал одной посетительнице выбирать одежду и вообще сбивал ее с толку. В этой истории, мне кажется, конечно, никакой пиар-составляющей нет, просто так вышло, что в этот магазин пришла какая-то Карен, если вы понимаете, о чем я говорю, которая вечно всем недовольна и вечно требует менеджера. Однако абсолютно непонятно, чем ее могли смутить песни именно Клавы Коки, потому что вроде певица не матерится и не затрагивает никаких запретных тем. А теперь, ребята, представьте себе ситуацию. На вашем счету внезапно оказался $1 миллиард. Сколько? $1 миллиард. Нихуахуа. Согласна, такую ситуацию представить сложно, да и вообще такие деньги представить сложно. Вот и одна жительница американского города Ларго тоже растерялась, когда ей на карту внезапно пришел $1 миллиард. А что, так можно было, что ли? Первое, что она в связи с этим сделала, нет, не купила себе дом или машину, а начала звонить в банк, чтобы понять, в чем ошибка и кому на самом деле принадлежат эти деньги. Но, представляете, и такое бывает, банк ее просто игнорит, а никто за этими деньгами не приходит. Тем не менее, женщина ждет, деньги не тратит, потому что уверена, что владелец все-таки объявится. Если вы сейчас думаете, как можно быть такой бескорыстной, нужно просто снять этот миллиард и уехать жить куда-нибудь на Багамы. Я думаю, что это, скорее всего, практически невозможно, потому что все операции по картам, естественно, отслеживаются. Эту женщину уже знают, и у банка есть вся ее информация. Так что никак сбежать ей с этими деньгами, даже если бы она этого хотела, не удастся. Так что выбор этой женщины в этой истории повести себя порядочно точно правильный. Ну а мы с вами давайте сейчас подумаем. Мне очень интересно будет почитать ваши комментарии. Что бы вы сделали, если бы вам на карту упал, ну, допустим, не $1 миллиард, а хотя бы 1 миллион? Вы бы знали, что это подарок, и никому возвращать эти деньги не нужно будет. Что бы вы пошли и сделали первым делом? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но, кстати, вполне возможно, что женщина из прошлой истории, которой привалили богатство, просто побоялась, что ее за такие богатства могут убить. Однако мы все с вами знаем, что чтобы умереть, $1 миллиард не нужен. На днях одна вожатая детского лагеря в кругу других вожатых, которые все вместе выпивали, сказала, что она самая лучшая вожатая в этом лагере. На что ее нетрезвая коллега, сидящая рядом, разозлилась и нанесла девушке 3 ножевых ранения. Девушка умерла. Подам. Конец истории. Теперь давайте все-таки перейдем от криминальных новостей к новостям о технологиях. Все сейчас понимают, что TikTok теснит и YouTube, и Instagram, а вторые, естественно, не намерены сдаваться. Именно поэтому Instagram сейчас ввел новую функцию, которая называется Reels. По сути, это тот же самый TikTok в Инстаграме. Короткие видео под музыку. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел себе и подумал, ну какой же я молодец. Какие же планы я придумаю? Кстати, если у вас эта функция еще не появилась, то достаточно просто обновить приложение. Но что получится от таких нововведений, я думаю, мы скоро узнаем. Есть вероятность, что людям все-таки не нравится, когда все вперемешку, им проще смотреть ТикТок в ТикТоке, а Инстаграм в Инстаграме. Но, возможно, я ошибаюсь. А теперь новость для людей, скорее всего, больше моего возраста. Где-то лет 12 назад у нас была дико популярна певица Аврил Лавин. Так вот, именно она буквально недавно ворвалась в ТикТок. Hello, motherfucker. Она сняла видосик с легендарным скейтером Тони Хоуком и показала, что еще вполне способна зажечь молодую аудиторию. Меньше чем за сутки ее видео набрало 11 миллионов просмотров и больше 700 тысяч новых подписок. Ну а я рекомендую вам послушать ее песни, если вы вдруг никогда не слышали их раньше, потому что в моем детстве они просто разрывали на части всех присутствующих и всех, кто их слышал. Возможно, это произойдет и с вами, и она вам тоже понравится. Ну а на этом у меня на сегодня все. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на этот канал, сделать эту кнопочку серой, и мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Пока!